Сочи. Уже только от одного этого имени становится тепло, и такое ощущение, что слышишь шум моря и чувствуешь вкус хачапури и чурчхелы. Этот цветущий город-сад ежегодно принимает миллионы туристов. И если сейчас многие предпочитают отдыхать за границей, я не беру в расчет 2020 год, то в советское время Сочи был самым известным вариантом морского отдыха. Разумеется, это было не дешевое удовольствие. Но ведь, по мнению главных героев культового фильма «Достучаться до небес», это самое важное в жизни – увидеть море. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря, и веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. В общем, даже если кто-то еще не успел побывать в Сочи, уж точно много чего о нем слышал. Те же, кто был там, делятся на две группы. Первая считает, что зря потратили время и деньги, а вторая в полном восторге. Мы относим себя ко второй группе, но обо всем по порядку. Для нас дорога в лето начинается с аэропорта. Мы вообще предпочитаем автопутешествия, но учитывая, что продолжительность нашего отпуска всего неделя, у детей как раз осенние каникулы, наиболее разумный вариант – это самолет. Кстати, в этот раз еще и решили сэкономить. Вместо 4 билетов эконом мы взяли только 2, а остальные 2 с ручной кладью, заплатив в общей сложности 32 тысячи. Ну все, мы в чистой зоне. Дети, разумеется, сразу же кинулись изучать местный ассортимент. Котиков увидели, Басика. Да, обожаю тот момент, когда входишь в чистую зону и открывается обзор на летное поле. А вот, кстати, и наш борт. Вылет у нас в 9:55. Очень удобно. В Сочи мы будем аккурат ко времени нашего заселения. И получается, сегодня у нас еще полноценный день отдыха. Успеем даже на море. Как у путешественников со стажем, перекус у нас всегда с собой, потому как завтракать в местных кафешках очень накладно. Так, объявили посадку? Пошли. А вон наша. Ну все, полетели. Кстати, обратите внимание, как гироскоп камеры реагирует на силу, вдавливающую нас в кресло. С погодой сегодня повезло. И не скажешь, что октябрь на дворе и температура всего плюс 10. Пока мы летим, у нас в запасе есть чуть менее 2 часов. Давайте-ка расскажу несколько интересных фактов о Сочи. Этот город был основан в 1838 году и носил имя Форт Александрия. А свое нынешнее имя, считается, что оно досталось ему благодаря одноименной реке, он получил лишь через 60 лет. Следующий факт, наиболее значимый для нас: Сочи является самым южным городом России. Собственно, именно благодаря этому, когда в Москве осень полностью вступает в свои права, в Сочи еще бархатный сезон. Но что примечательно, это самый северный город в мире с субтропическим климатом. И да, это единственный город нашей страны, расположенный в этой климатической зоне. Не хочу обидеть фанатов отдыха в Крыму, к коим я сам отношусь, считающих, что Ялта также расположена в субтропической зоне, но чисто с научной точки зрения это не так. Да, климат там максимально близок к субтропикам, но тем не менее. Следующий интересный факт. Сочи – самый длинный город Европы. Его протяженность составляет 148 километров. По этому показателю в мире его опережает только Мехико с его 200 километрами.
Причем, что самое замечательное, из этих 148 километров 100 составляют пляжи. Поэтому неудивительно, почему в туристический сезон население города из-за наплыва отдыхающих увеличивается в 10 раз. Но, откровенно говоря, тут речь идет о так называемом Большом Сочи, состоящем из 4 районов. Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный. И сам город Сочи, в том числе его историческая часть, относится к центральному внутригородскому району. Ладно, продолжим чуть позже, мы готовимся к посадке. Скоро мы и сами временно пополним население Сочи. Только похоже, что погода за бортом не очень. Ну, добро пожаловать в Сочи. Как дела? Ушки не болят? Сейчас багаж получим и продолжим. Кстати, однозначно рекомендую Яндекс.Такси, дешевле выходит. Так вот, Сочи состоит из 4 районов, и наш путь лежит сейчас в Адлерский район. Точнее, ту его часть, что ближе к границе с Абхазией. Это место известно как Совхоз Россия. И да, погода действительно начала портиться. А к моменту, когда мы добрались до отеля, начался дождик, перешедший в настоящий тропический ливень. В общем, о том, чтобы пойти на море, не было даже и речи. Максимум, на что нас хватило, это добежать до кафешки, что расположено тут же на территории. Так и провели вечер, перед телеком. Да, не очень отпуск, конечно, начинается. Но на утро все изменилось. Выглянуло солнышко, и настроение сразу улучшилось. Давайте теперь осмотримся, куда же мы заселились. Мы сняли апартаменты в бархатных сезонах. Этот город-отель, как он сам себя позиционирует, расположен практически у самой границы с Абхазией, что проходит по реке Псоу. У него имеется свой пляж. Ну, название город-отель говорит само за себя. Тут реально можно провести весь отпуск и не выходить за его границу. Для этого тут все имеется. Магазины, кафе, рестораны и прочие активности, салоны красоты, а если потребуется, то аптека и медцентр. Кстати, это не реклама, потому как мне тут вообще много что не понравилось, но сам факт такой, скажем так, автономности впечатляет. Поэтому законный вопрос, почему именно это место мы выбрали? Ну, во-первых, этот район был выбран потому, что здесь самое чистое море в Сочи. А во-вторых, вся местная инфраструктура была заново возведена или перестроена к Олимпийским играм 2014 года. Да, сложно поверить, но еще буквально в начале 2000-х тут, в Имеретинской низменности, был пустырь вперемешку с зарослями акации. Кстати, по этому поводу еще один интересный факт. 200 лет назад Сочи, а мы помним, что тогда это был порт Александрия, вообще являлся местом ссылки. Климат здесь был ужасный, жара и влажность. А местные болота кишмя кишели малярийными комарами. Болота, конечно, осушили еще в начале 20 века, но ни о каком серьезном строительстве тут речи и не шло. Вот, смотрите, эти фото сделаны в 2005 году, в районе места, где сейчас расположен стадион Фишт. Так выглядел этот пляж в то время. А на месте этих теплиц сейчас находится отель Radisson Collection Paradise Resort. Вот не люблю я кучу этих слов в названиях современных отелей.
Ну, тут справедливости ради стоит отметить, что отель, судя по рейтингам, и правда хорош. 5 звезд и все такое. Но ценник... Кстати, про ценник. Это была вторая причина, почему мы выбрали именно бархатные сезоны. Учитывая ажиотаж этого года, все приличные недорогие места разобрали еще за несколько месяцев вперед. А все, что осталось, стоило просто неимоверных денег. В свое оправдание я хочу сказать, что я чуть ли не за год забронировал жилье в том же месте, где мы отдыхали в прошлом году. Но буквально за несколько дней до вылета хозяева врубили заднюю. Номера в отелях в принципе не рассматривались, все по той же причине. Ну не хотелось втридорога платить за номер в 20, ну в лучшем случае 30 квадратных метров. Ценник же в апарт-отелях за неделю проживания вообще переваливал за сотню. В общем, идеальный вариант снять те же самые апартаменты, но уже участника. И нам это на срок со 2 по 11 октября обошлось в 62 400. Ну, получается 7 тысяч в сутки с небольшой скидкой. В принципе, хорошая цена за двухкомнатные апартаменты площадью почти 100 квадратов. Для тех, кто не готов платить такую сумму, есть вариант найти жилье ближе к горам. Это вполне реально уже при бюджете в 2000. Но правда придется думать, как добираться до пляжа. Ну, раз уж коснулись пляжа, предлагаю самим все посмотреть. Как видно, народу тут не очень много, но это только утром, и прошло буквально пару часов. Но все равно, без проблем можно найти свободный участок. Кстати, обратите внимание, вот пляж Крылья Балтики, а за ним уже Абхазия. И тянутся пляжи Имеретинки аж до морского порта. В общем, места всем хватит. Пляжи исключительно галечные, вход, разумеется, бесплатный, а стоимость аренды пляжного оборудования примерно везде одинаковая. Учитывая, что это наш первый день, с пляжа уходим пораньше. Тем более, организм требует обеда. Вчера возможности добраться до магазина за продуктами не было. Я сунулся было, но меня чуть потоками воды не смыло. Смог только фрукты купить в местной лавке. А утром я поленился. Для тех, кому бархатные сезоны не по карману или не по душе, это, по-моему, бридж-отель. И несмотря на наличие неплохо оборудованной кухни в номере, мы после того, как переоделись, движемся в столовую «Вермишель», расположенную в паре кварталов отсюда. Выбрана была она не случайно, а по результатам изучения многочисленных отзывов на Яндексе. Шаверма, чучхела, персики, все для желающих. А вот и конечная точка нашего путешествия на сегодняшний момент. Это кафе «Вермишель». Ну чё, Оль, бананы есть? Нет бананов. Кто бананы съел, признавайтесь? Тут имеется две концепции. Кафе, ну это там, где официант примет у вас заказ, и обычная столовка. Желающих много, как видно. Придется постоять в небольшой очереди. На мой взгляд, на семью не самый дорогой вариант. Но на вкус так себе. Мне скорее не понравилось. Кстати, обратите внимание, у Натальи борщ. Пока просто фиксируем этот факт, а потом расскажу интересную историю. А сейчас идем назад. Вот только нужно в банкомат заскочить. Детям бабушки выделили деньги на карманные расходы, и у девчонок чешутся руки получить свою долю. Все. Деньги
Наталье больше ничего не должны, видимо. О, вот магазин, расположенный у нас на территории. Вчера не было возможности показать его. Но ассортимент, правда, там не очень, да и цены тоже. Зато буквально пару минут от места проживания. А вообще мы затаривались в ближайшем супермаркете. Если не лень готовить самому, то это отличный вариант. В общем, пятерочка действительно выручает. Вечером самый доступный и популярный вариант досуга – прогулка по набережной. Тут 1001 способ потратить деньги. Призовой тир – отличный вариант для начала. Чего там? Твои деньги, сама решай. Я их не взяла. Все, извини, братан. В общем, принцип тут такой. Сколько ты готов потратить, все потратишь. Про рестораны я вообще молчу, один краше другого. О, смотрите, вот этот какой классный. Ресторан Магеллан. Нужно будет как-нибудь заглянуть сюда. Это классно здесь вообще. Классная тема. Я хочу, пожалуйста, я потом отдам тебе деньги. Но у меня все равно нет денег. А что ты хочешь купить? Девушка, вот эту шляпу. Я бы тоже тебе купил. Папа, поверь. Да ты иди все вперед. Поверь. Где идем? Дай мне ракету. Давай, Ольфин. Что ты сказала? Я не слышу. А вот это очень интересное место – светомузыкальный фонтан. Но сегодня без музыки. Точнее, мы пришли уже после представления. Оно начинается обычно в 19:00 и длится минут 45. Ну, думаю, примерно понятно, какой у нас распорядок дня. Утром на пляж. Вечером прогулка по набережной или окрестностям. Это счастливая сочинская школа. Да? Пальмы во дворе. Это сочинская школа. У них пальмы во Причем, что дворе. характерно, вместо березок и лип, Пальмочки. и тополей, пальмы во дворе. Ну, школьные. Менялись только места нашего обеда. Вот, кстати, сейчас мы направляемся в местную бургерную. Ну, в смысле, расположенную на территории отеля. Возможно, она потому так и называется. Local Burgers. По-быстрому делаем заказ. И пока ждем его, отправляем детей избавиться от излишков энергии. Заодно покажу вам активности, расположенные на территории, про которые я говорил в начале. Ждать пришлось недолго, вот и наш обед. И что мы видим? Опять борщ. Я-то себе бургер взял и был скорее доволен. А вот к борщу Натальи Андреевны опять были претензии. В общем, это была уже третья порция невкусного борща за наш отдых, которая и переполнила чашу терпения Наташи. И на следующее утро я чешу на рынок. И теперь обещанная ранее история про борщ, которая и объяснит, зачем я, собственно, в такую рань направляюсь в это не самое популярное туристическое место. Разумеется, в отпуске никто не хочет заниматься готовкой. Это увлекательное занятие, думаю, и так каждому порядком надоедает дома. Но почему-то во время каждой поездки на море у Наташи в голове переключается какой-то триггер, после которого у нее возникает просто дикая потребность в борще. Что примечательно, дома такого непреодолимого желания употребить данный продукт не возникает. Ну, мы его практически и не готовим. А тут прям мистика какая-то. Но что самое интересное, обходя ближайшие заведения в погоне за вкусным борщом, этот гурман каждый раз остается неудовлетворенным качеством подаваемого к столу блюда.
И каждый раз заканчивается тем, что мы готовим его сами. Готовим много, огромную кастрюлю размером с ведро. Но тут есть и неоспоримый плюс. Один раз потратив на этот процесс силы и время, мы почти неделю всей семьей обеспечены вкусным и сытным обедом или ужином. В общем, налицо экономия времени, не нужно тратить его на поход в кафе, и средств. Думаю, даже нет смысла сравнивать стоимость порции в ресторане и себестоимость его при самостоятельной готовке. Именно по этой причине я и направляюсь на Адлерский рынок. Да, путь не близкий, а я не настолько хочу борща, чтобы пешком пилить 8 километров туда и столько же обратно, причем еще и груженый. И поэтому пришло время рассказать про местный способ перемещения на небольшие расстояния. Это краткосрочная аренда электросамокатов. Вообще, мне всегда казалось, что это по большей части некий вариант досуга, нежели способ добраться из точки А в точку Б. Но в Сочи это реально очень эффективный способ передвижения. Получается, по всей территории распределены зоны, где можно начать и завершить аренду самоката. Подходите, берете свободный. Само собой, предварительно нужно скачать приложение, зарегистрироваться в нем и пополнить баланс, например, с карты. А дальше катаемся в свое удовольствие. Когда добрались до нужной точки, ищем ближайшую зону завершения аренды. Обратите внимание, это Мзымта, самая крупная река Большого Сочи, почти 90 километров. И кроме того, она является самой большой водной артерией России, впадающей в Черное море. Так, добрались. И нажимаем кнопку «Завершить аренду». Почти 8 километров я проехал за 40 с лишним минут. Но это потому, что постоянно останавливался, чтобы снять что-нибудь интересное. При этом заплатил 314 рублей. А что же я могу сказать про местный рынок? Даже не знаю. Рынок он и есть рынок. Богатый выбор овощей и фруктов. Но насчет цен нужно держать ухо востро. Поскольку они тут не самые дешевые, но однозначно выгоднее, чем в овощных палатках рядом с отелями. Хороший выбор специй и по неплохой цене. Я всегда отсюда везу целый пакет этого добра домой. Чурчхелу тоже набираем здесь. А еще тут обалденный суджук. Так, у меня задача для борща купить свеклу, морковь, картошку и мясо. Капусту у Натальи туда не добавляет, дети ее не едят. Затарились. Едем обратно. Назад я добрался уже быстрее, за 20 минут. Разобрал продукты и побежал на пляж к своим. Ты что, меня встречаешь? Дети, как видно, зря времени не теряли. Классный сад камней. Машинариум? А теперь потащили меня на сапсерф. Они в том году опробовали этот вариант досуга на воде, и он пришелся им по вкусу. Что неудивительно, ведь в их задачу входит просто сидеть ровно и глазеть по сторонам, а держать равновесие и грести нужно мне. Кстати, привыкаешь достаточно быстро, и уже через несколько минут можно попробовать встать. Что здорово, если повезет, можно увидеть дельфинов. Нам они несколько раз встречались. Стоит это удовольствие 600 рублей в час. Причем час за глаза хватит. Вообще, даже полчаса достаточно. И оставшееся время дети использовали доску для того, чтобы нырять с нее. После таких водных процедур они, разумеется, проголодались. Мне кажется, на пляж дети ходят вообще исключительно для того, чтобы пожевать там что-нибудь. Только придем на море, это при том, что мы позавтракали. Первый вопрос: а что есть покушать? В общем, меня отправили за едой. И это повод показать одну классную точку, где можно очень недорого и вкусно перекусить. В целом, хочу сказать, за 3 года, что мы ездим в Сочи, это заведение, пожалуй, занимает твердое первое место по критерию цена-качество среди всех ресторанов, кафе, столовых, что мы посещали. Получается 4 порции блинов за 460 рублей. Причем я себе, разумеется, брал с мясом, и там такая нехилая порция фарша заворачивается. Кстати, еще хотел рассказать про одну фишку. В этот раз, когда мы возвращались с пляжа, решили пойти другой дорогой. Мы там ни разу не ходили, и было интересно, куда ведет эта тропа.
Как бы получается, что мы обходим бархатные сезоны, скажем так, с черного хода. Дорожка идет вдоль какого-то гидротехнического сооружения, я даже не знаю, что это, но, кстати, рыбы там полно, как мелочь, так и покрупнее, но разговор не об этом сейчас. В общем, недалеко от пляжа мы заметили побитый временем и жизнью старенький микроавтобус, из которого ушлый джентльмен торговал фруктами по бросовым ценам. Соблазн поборол здравый смысл, и мы решили взять килограммчик персиков на пробу. Он честно взвесил нам 3 персика, показывая, что тут килограмм. И я как-то даже сперва опешил от такой форменной наглости. Ругаться не стали, молча ушли. В общем, держите ухо востро. Халявы в отпуске не бывает, что в принципе ожидаемо, тем более на юге. Шейку чешешь? Что это? Твой супруг? Почему? Так, учитывая, что мы недавно перекусили блинами, можно пообедать чуть попозже и заняться приготовлением борща. От детей, как видно, помощи никакой. Ну все, вот такая вкуснятина получилась. После позднего обеда на пляж уже нет смысла идти. Прогуляемся по набережной. А, вот, я еще не показал новый фонтан. Его открыли в начале пляжного сезона. Называется «Дружба народов». Ну, что тут еще добавить? Разве что это светомузыкальный фонтан, но сейчас, разумеется, этого не видно. Вечером покажу. Каждый раз, когда мы здесь гуляем, обращаю внимание на комплекс шикарных приморских вилл. Это парк-отель «Арфа». Номер стартует от 8000, а за виллу нужно будет выложить от 80 тысяч. В сезон эту цифру можете смело умножить еще на 2. Есть желающие? Я так и думал. Проходим дальше, нечего глазеть. А это у нас жанровая скульптура «Олимпийские объекты», расположена на пересечении Воскресенской улицы и набережной. Представляет собой Олимпийский парк в миниатюре. Пока мы гуляли, дети проголодались, ну кто бы сомневался. Поэтому у нас вынужденная остановка. В этот раз ждем пончиков. Кстати, пончики тут неплохие, рекомендую. И теперь пора рассказать, куда же мы идем, хотя проще показать. Вот, смотрите, конечная цель нашей прогулки – Олимпийский парк. Это еще один из способов отлично провести вечер. Да и вообще, это же главная достопримечательность современного Сочи. А сейчас там особенно здорово. Вечерняя прохлада и теплый вечерний свет вполне способствуют этому. Ну и раз мы уже в воздухе, предлагаю посмотреть, что еще интересного отсюда видно. Посмотрите, какая красота. Это учебный центр «Сириус». Слева достраивается корпус «Спорт», посредине главный корпус, а справа корпус «Школа». Полетели поближе, посмотрим. Разумеется, сердце Олимпийского парка – стадион Фишт. Кстати, те, кто планирует тут полетать на дроне, учтите, что вокруг Фишта красная зона. Так что залетать туда не стоит. Да, вы и не сможете, приложение не даст. Хотя кадр был бы красивый. Пролет над стадионом, ну и заглянуть между створок крыши. Так что нам придется довольствоваться этим видом издалека. Кстати, еще одна красная зона вдоль реки Мзымта. Это зона Сочинского аэропорта. Сложно не заметить внушительных размеров здания, похожее на замок. От него к набережной проходит пешеходная улица, на которой расположена куча злачных мест, сувенирные лавочки, шаурмячные, ну и так далее. Но порекомендовать что-то приличное не смогу, потому как пару раз тут перекусывали, не понравилось. Но вернемся к замку. Это «Богатырь», пожалуй, самый известный отель Олимпийского Сочи.
Отличительной особенностью его является дизайн номеров в рыцарском стиле. За ночь в этом 4-звездочном замке с завтраком и ужином придется выложить от 12 тысяч, но это на двоих. Немалая сумма, но в нее включено посещение Сочи парка, расположенного по соседству. Сочи парк — это вообще отдельная тема. Он является первым тематическим парком страны, наш ответ Диснейленду. Ежегодно его посещает более 1 миллиона человек, и уже 6 лет подряд он занимает первое место среди парков развлечений в России и СНГ, а также входит в топ-25 парков Европы по версии TripAdvisor. Для взрослого его посещение обойдется от 1500, детям 1300. Это если брать билет на сайте, в кассе чуть подороже. В общем, учитывая бесплатный вход в парк и полупансион, 12 тысяч за проживание в двухместном номере отеля «Богатырь» уже не кажется такой большой суммой. А с этого ракурса открывается отличный вид на набережную, микрорайон Нижнеимеретинская бухта и горы. Кстати, там уже Абхазия. А при Тополе, получается, мы аж оттуда. И нам еще прилично нужно пройти, так что приземляемся и двигаемся дальше. Ну, это мы все уже сверху видели. Когда добрались до Олимпийского парка, солнце опустилось за горизонт. Как видно, здесь также хватает точек, где можно спустить деньги. Так, молодые люди, идем играть. Шарики полопаем, ребята, нет, Только в дядю не попади. Вообще, главное, зачем приходит народ сюда вечером, это поющий фонтан на фоне Олимпийского огня. Но расписание шоу нужно уточнять заранее на сайте. Оно меняется от сезона к сезону. И если в прошлом году начало было в 20:00, поэтому мы в принципе не планировали его дожидаться, то в этом году оно начиналось в 18:30. Класс, остаемся. Единственное, возникла какая-то заминка, и даже в 18:45 еще ничего не было. И началось все как-то так неожиданно, что я прозевал и не успел подготовить камеру. Так что прошу прощения, первые секунды будут не в фокусе. Компании «Герон» перед вами выступят 246 водно-пневматических пушек, 12 веерных роботов, 734 цветных прожектора, система генерации тумана, стробозвезды, 6 гиперпушек. В целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Народу, как видно, прилично. Мне повезло, дети заранее застолбили себе место, а потом пропустили меня поснимать. В общем, благодаря им мы можем наблюдать представление, так сказать, из первых рядов. В номер мы вернулись уже достаточно поздно. О, а я ведь еще обещал показать, как выглядит фонтан Дружбы народов вечером. В общем, загулялись мы сегодня, и на пляж на следующее утро пришли ближе к 10, что в принципе нам не свойственно. И к нашему приходу уже все козырные места были заняты. К тому же сегодня волны, и получается, полоска пляжа стала еще уже.
В общем, решили раскошелиться на 2000 и взять в аренду шатер. Ну или не знаю, что это. На ближайшие 3 часа у нас появилась недвижимость на Сочинском пляже. Давай с ней покажем, что у нас там есть. Показывай. Ну, у вас тут уютненько. О, у вас тут прохладненько, я бы сказал бы. Холодильничек есть? Что в холодильничке? Вермишель, это сыр, косичка. А обедать будем, несмотря на то, что у нас еще кастрюля борща в засаде имеется, в ресторане «Магеллан». Помните, мы его в первый день еще заприметили? Собственно, это место нам приглянулось из-за классной веранды с видом на море. В целом, кухня тут очень неплоха. И, пожалуй, если мерить в абсолютных значениях, то я бы сказал, что это один из лучших местных ресторанов, где мне довелось пообедать. Но опять же, критерий цена-качество явно не в его пользу. Вот честно, как-то для меня дикость, что уха стоит без малого 600 рублей, ну пусть даже она подается со сливками. А изысканный том-ям с морепродуктами на кокосовом молоке вообще 990. На этом фоне куриная лапша у детей по 390 кажется мелочью. В общем, счет на 3600 явно не вызывает желания еще раз тут пообедать. После обеда у нас запланирована прогулка в парк южной культуры. Но там много чего есть интересного рассказать, что, кстати, было очень удивительно для меня. Поэтому я смонтирую отдельный ролик по данной теме. На утро мы зря надеялись, что море успокоится. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще больше, еще. Но у нас был запасной план на этот случай. Мы отправились в Тисо-Самшитовую рощу. И опять же, чтобы рассказать подробно об этой поездке, потребуется отдельное видео, которое также будет представлено позже. Скажу лишь, что мы были в полном восторге, и это место однозначно рекомендовано к посещению. Вечер же мы посвятили походу за сувенирами и прочими безделушками. И, кстати, только сейчас получилось посмотреть, чего интересного у нас есть на территории отеля. Оказывается, здесь даже какая-то анимация имеется, но, как выразились девчонки, совсем для малышей. А за сувенирами направляемся в сторону Фигурной улицы. Ну, помните, мы по ней шли в кафе «Вермишель». В этом районе куча всяких мелких магазинчиков, а ценник выгоднее, чем на набережной. Следующий день был для нас заключительным полноценным днем отдыха в Сочи, но искупаться по-прежнему не было возможности. Мало того, мне кажется, море стало еще более беспокойным. И мы, также по резервному плану, отправляемся в скайпарк. Добираемся на каршеринге. Мы посчитали, что это более выгодный вариант. Куда путь держим? Скайпарк. Как настроение? В этот сезон был доступен только суточный тариф за 1800. Про скайпарк также расскажу отдельно, но если кратко, то само по себе посещение этого места, ну в смысле просто прогулка по мосту, не стоит того, чтобы тратить 3800 на семью. Сюда есть смысл приезжать, если планируете лично пощекотать себе нервы на одном из экстремальных аттракционов. Мама! Но для этого, помимо запаса смелости, понадобится приличная сумма на вашем счете. Ценник тут не маленький, хотя он вполне в рынке для данного вида мероприятий. К обеду мы уже вернулись назад. Кстати, обедали в этот раз мы еще в одном популярном ресторане, высота 5642. Несмотря на немалый ценник, найти свободный столик тут весьма непросто, пришлось размещаться на солнышке. Но благодаря хитрой системе распыления воды тут достаточно комфортно. Кухня в принципе нам понравилась. Харчо и хинкали были неплохие, но правда и не супер. И опять же, это заведение не на каждый день, о чем говорит итоговый счет. Учитывая, что срок аренды авто истекает завтра утром, грех им не воспользоваться по прямому назначению. Кстати, имейте в виду, что суточное ограничение по пробегу составляет 100 км,
А далее за каждый километр идет доплата 5 рублей. Этого вполне хватает, чтобы прокатиться до Красной Поляны и обратно. Но мы свой лимит еще не израсходовали, поэтому решили покататься по вечернему городу. И как-то совершенно неожиданно для себя очутились возле выхода из парка южной культуры. И как оказалось, тут проходит вечером необычное представление «Оживший парк». Очень всем понравилось, рекомендую. Гораздо интереснее, чем дневной поход в парк. Ожидайте на эту тему отдельный ролик. И получается, наш недельный отдых подошел к концу. Завтра летим домой. А вот что у нас вышло по деньгам. Единственное, я не учел в итоговой сумме расходы на алкоголь, поскольку это достаточно щекотливая тема, и каждый сам решает, нужно ли в отпуске эта статья расходов или нет. Конечно, мы перед сегодняшней прогулкой сходили на море, и нам даже удалось искупаться, благо ближе к вечеру волны стали чуть спокойнее. Но, глядя на закат, мне было особенно тоскливо, потому как мы уже знали, что по ряду причин не сможем приехать сюда на следующий год. Так что до следующей поездки буду пересматривать этот ролик. Надеюсь, он и вам тоже понравился.